Мы сейчас на территории первой древней столицы сенгальского государства, куда вход стоит $25, но мы здесь оказались бесплатно. Но обо всем по порядку. Итак, в прошлом видео мы прилетели на Шри-Ланку. Экспаты сокращают Шри-Ланка и говорят просто Ланка. Так вот, в прошлом видео мы ознакомились с маршрутом Коломбо-Негомбо и даже затестили маршрут, предложенный Гуглом по Коломбо. Мы не знаем, что это за совпадение такое, но после нашего прошлого видео о Коломбо вышла новость, что в Коломбо собираются сделать велодорожку длиной 23 километра. Вау, вот это новость! Так как у нас велопутешествие, то мы по возможности будем рассказывать и о маршрутах, которые мы проезжаем. К примеру, на этом участке нам бросились в глаза черепичные заводы, неплохой участок спокойной сельской дороги с торговцами рыбы и огромный индуистский храм, в который нас не пустили. В этот день мы проехали 110 километров и оказались в Путаламе. Культура тут уже отличалась от той, что была в Негомбо. Большая часть населения здесь мусульмане. Ими же оказались и хозяева туристического комплекса, в котором мы остановились. Хозяин резорта решил поделиться с нами историей этого места. Он показал нам фото своего дедушки, который основал эту виллу еще в 30-х годах прошлого века. Тогда Шри-Ланка была еще британской колонией, а его дедушка был губернатором всего округа. Возле города Путалам мы поселились в номере за $10 в сутки, но кроме самого номера здесь есть еще очень много всего интересного. Взять велосипед на прокат и покататься на лодке для гостей здесь бесплатно. Также можно поиграть в волейбол, пострелять из автомата. Хорош. Пострелять из воздушки. Хорош. Вообще-то, если будете проезжать возле Путалама в высокий сезон, то есть смысл заглянуть в соседнюю Кальпитию ради кайтсерфинга и наблюдения за китами. Ну а мы же планировали быть на Шри-Ланке максимум 3 недели, поэтому отправились в Анурадхапуру. Немного нарушил планы только дождь, но во время жары это даже приятно. Если, конечно, он небольшой. Дорога до Анурадхапуры оказалась довольно-таки простой, по прямой, но иногда с небольшими холмами. Тут нас чаще прочего начали предупреждать о том, что слоны могут переходить дорогу, были знаки везде, и люди говорили, что это очень опасно встретить слонов. А один мужик даже пристроился и ехал возле нас на мопеде и постоянно повторял: ребята, тут слоны переходят дорогу, будьте осторожны. И пару раз даже пытался заигрывать со мной, едя на мопеде. В общем, ну пристал, думали мы, и были рады, когда он от нас отстал, и мы спокойно смогли уже доехать до Анурадхапуры. Everybody, welcome to Anuradhapura. Фу, может оно пропало? Не, оно такое, оно кислое должно быть. Говорит, беременные любят есть ее с солью. Ты не беременный. Фу. Чтобы не было сюрпризов с ценой, мы решили забронировать жилье на букинге. В Анурадхапуре цена стартует от $8, но мы решили выбрать комнату за $11, потому что здесь были отличные отзывы на букинге, и мы не пожалели. Давайте теперь разберемся, что входит в эти $11. Парковка для велосипедов. Хозяин дома живет сам и сдает 3 комнаты для гостей. Вообще для него сдача жилья, мне кажется, это больше как хобби, способ познакомиться с путешественниками, чем способ заработка. Раньше он работал в 5-звездочных отелях, поэтому он знает все о том, что нужно иностранцам.
И говорит, кстати, на 6 языках аж. И вообще он очень приветливый. Также вы получаете чистую современную кухню, что нетипично для Шри-Ланки в этой ценовой категории. Плиту с электроподжигом, очень много посуды разнообразной, рисоварку, чайник, блендер, даже микроволновку. Ну, лук скорее отнесем к недостаткам, мы его не едим. Неограниченный запас питьевой воды, блины не входят, это я сама сделала. Мы пока еще не сильно поправились, поживем и немало еще. Давайте я покажу вам комнату, но покажу вам соседнюю комнату, потому что в нашей комнате небольшой беспорядок. Но, в принципе, они идентичны. Начнем с душа. Здесь есть горячая вода и очень такой классный душ в форме дождя. Есть кондиционер, которым мы не пользуемся, теплое одеяло, если вы любите похолоднее сделайте. И очень классные подушки. Мы еще нигде не видели, чтобы были настолько мягкие подушки на Шри-Ланке. В общем, классно. Why should people come to Anuradhapura? Because Anuradhapura is the olden capital, and there are so many things to see. And temples are there, the agabas are there. There is a big irrigation system. How many days should people spend there? But about 2-3 days you have to stay just to see all the things if you want to see. Yeah. And what's special food for Anuradhapura? Rice and curry, Sri Lankan spicy rice and curry. Yes. Мы сейчас будем кушать рис. Оля приготовила еще дал с кокосовым молоком. Оля его тоже приготовила, сама добывала кокосовое молоко, доила кокос. Чтобы сделать кокосовое молоко, нам нужна половинка кокоса разрезанная, такой вот девайс. И потом мы вот так вот на мясорубке. У нас получается кусочки кокоса. Нам эти кусочки кокоса нужно смешать с водой. Mix. Yes. No sugar, no salt. No. И потом нужно вылить на сито. И то, что процеживается, это и есть кокосовое молоко. Make. Like that. Yeah, strong. Так, и картошечку. Оля сама варила картошку. Это карри. Карри. Анурадхапура – первая столица сингальского государства. Она была основана еще в V веке до нашей эры и до XI века считалась самым влиятельным городом на Шри-Ланке. Анурадхапуру можно поделить на две части – старый и новый город. На этой карте зеленым отмечен старый город, а более-менее желтым – новый город. В 50-х годах 20-го столетия существовал только старый город, и местное правительство решило переселить людей, живущих там, в новый город, чтобы лучше сохранить древние храмы и места паломничества. После чего старый город Анурадхапуры вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО. А теперь мы покажем вам основные места паломничества в старом городе. И лучший способ исследовать старый город – это взять велосипеды на прокат. Как хорошо, что мы подумали об этом заранее и купили велосипеды еще во Вьетнаме. Если же у вас нет велосипедов, то стоит позаботиться о транспорте. Взять машину, байк или даже тук-тук. Для посещения основных достопримечательностей старого города нужно купить билет. Для иностранцев вход не дешевый, $25. Для туристов из Южной Азии в 2 раза дешевле. А буддистам, святыни которых находятся здесь, вход, конечно же, бесплатный. Нам же удалось попасть в платные достопримечательности бесплатно. Как? Так мы побреемся на лысо и прикинемся монахами. Оля, точно сработает? Что-то я очкую. Да ты успокойся, я 100 раз так делала. На карте мы отметили основные достопримечательности Анурадхапуры 3 цветами. Красным – те, что входят в основной билет за $25, желтым – те, за которые нужно заплатить отдельно, но недорого, зеленые же бесплатные. Дака Баджетаванарама – самая крупнейшая пагода на Шри-Ланке. Ее высота раньше была 121 метр, но сейчас она разрушилась, и ее высота сейчас только 71 метр.
Пагода состоит из множества кирпичей и стоят леса. Такое чувство, что ее только строят. На самом деле ее построили еще в 3 веке нашей эры. По буддийской традиции вокруг ступы нужно ходить по часовой стрелке. И тут даже некоторые обезьяны тоже бегают вокруг ступы по часовой стрелке. Кстати, на территории Дагобы расположен музей, стоимость которого входит в основной билет. Что такое Дагобы, спросите вы? Так по-другому еще называют буддийские ступы на Шри-Ланке и в Юго-Восточной Азии. Что-то мне этот портал напоминает. Знакомьтесь, просто Кобра. Кобра, очень приятно. Кобра. Мы снимаем Кобру, а люди снимают, как мы снимаем Кобру. Один мужик показывает нам жестами, мол, давайте я словлю ее за хвост и потом положу в карман и съедим. Нам пришлось уйти от Кобры, а то местные уже начали собираться и пытаться ее трогать. Ничего, мы ушли, и от нее все отстали, все разошлись. Подошли к ступе Тхурамайи, и в это время уже началась церемония, уже несут большие куски ткани к главной ступе, чтобы ее обволочь. Тхурамайя – самая древняя Дагоба на Шри-Ланке, построена еще в 3 веке до нашей эры. Оля как будто у них кусок ткани убрала и на себя надела. Пришли люди и принесли куски ткани, чтобы обмотать ступу, сделать ее нарядной в честь Дня Поя. А зачем ты у них взяла кусок? Это чуть-чуть другой цвет. Дни полнолуния на Шри-Ланке называют Дни Поя. Это национальные праздники. В эти дни вся страна отдыхает. А в самые важные дни Поя, Весак в мае и Пасон в июне, страна отдыхает до целых 4 дней. Вот это очень крутая ступа. Мне она нравится вот этими колоннами древними. Вообще прикольно. А еще здесь возле нее находятся руины, раскопки. В эти дни люди массово идут в храмы, неся с собой цветки лотоса и жасмина, а во время заката паломники под звуки трубы и барабанов несут огромные мотки яркой ткани к ступам. Вот, а я ехать не хотел, думал, будет неинтересно, а так и Кобру увидели, и церемонию, и храм такой со столбами прикольный. Не ожидал, потому что обычно ступы мне очень скучные, очень. Я прям засыпаю. А сегодня ничего, так живенько, да? И, кстати, вход в старый город в эти дни бесплатный для всех, так что нам не пришлось бриться на лысо. Рвановые леса – это белая Дагоба, которая считается одной из самых красивейших на острове. Ее высота только увеличилась. Раньше она была 55 метров, сейчас 103 метра. Внутри этой пагоды содержится кость Будды, поэтому она считается особенно священной и бесплатной к посещению. Только почему-то в марте мы не смогли подъехать к этой ступе, только в день Поя. Вот это тут жарко, как в сауне. Священная церемония здесь была особенно яркой и интересной. Сюда сегодня пришло очень много посетителей, и многие люди будут здесь медитировать всю ночь, а завтра праздник продолжится.
Это не обычное финиковое дерево, зачем бы его тогда так огораживали? Это детище того самого финикового дерева, под которое Будда получил просветление в Индии. Ему около 2000 лет. Ограждения служили защитой от диких слонов, а золотые ограждения сделали для того, чтобы паломники не смогли принести вред дереву. Этой ступе уже 2100 лет, представляете? Также она входит в список наследия ЮНЕСКО и является второй по величине на Шри-Ланке. На территории Дагобы находятся руины древнего города, пруды-близнецы и лунный камень. Да и в принципе на территории старого города, особенно возле этих красных меток и между ними, расположено множество древних руин. И очень классно, что мы задержались и попали на них еще и ночью. Было очень атмосферно, вокруг не было ни души. Неподалеку от Пахоты Абхиагири находятся такие вот пруды-близнецы. Но лично я не поняла, почему их назвали близнецами, потому что один пруд прямоугольный, а другой квадратный. Но, конечно же, они построены в одном стиле. Это мы рассказали о самых основных святынях. Но что же еще можно посетить в Анурадхапуре? Некоторые ступы еще только строятся, как, например, эта ступа за моей спиной, название которой с сингальского переводится как «Солнце и Луна». Ее начали строить в 2010 году в честь победы над террористами и обещают достроить в 2023 году. За моей спиной вы видите шпиль, который будет располагаться на верхушке этой ступы, а еще есть здесь уже макет готовый, то есть ступа будет белого цвета. Эта ступа была построена еще во II веке до нашей эры королем Дутугимуну, который смог объединить Шри-Ланку. Камни большие горят. Блин, это реально больно. Не, реально больно. Я не шучу. Кожа стопы отпадает. В этом скальном монастыре представлено искусство древнего Вавилона. Стоимость сюда 200 рупий с человека. Но чтобы дойти до самого места, нужно пройти по раскаленному песку. Я умный. Ну, у тебя полноги на солнце. Ну, ты знаешь, как это спасает? Просто фантастика. Ты уже хочешь вернуться в Ханой, тичить? Лучше я буду тут на солнце печься. Этот пещерный храм известен наскальными барельефами, представляющими искусство древнего Цейлона, но снимать его нельзя. Это популярный барельеф, так как на нем история сына цейлонского короля Дутугамуну, который отрекся от престола, чтобы остаться со своей возлюбленной из низшей касты. Жара просто жуткая. 50 градусов по Цельсию на солнце. Висагири — это тихая парковая зона на остатках древнего монастыря. Здесь жили 500 монахов, а вот эти вот камни служили им убежищем.
Нам это место очень понравилось, мы его однозначно рекомендуем, тем более оно бесплатное. В Анурадхапуре и окрестностях очень много озер. Вот это озеро находится прямо в центре города. Обязательно сюда придите, можно даже возле него побегать. Здесь сделали вокруг него специальную такую тропу для бегунов, тропу здоровья. А еще здесь очень много птиц. Вечером они просто орут, бакланы, пеликаны, аисты. Очень классное место. К достопримечательностям Анурадхапуры часто относят еще отдельные места в Михинтале, хотя это отдельный город в 15 километрах от Анурадхапуры. Михинтали, как и Анурадхапура, туристическое место, поэтому при желании можно даже переехать в один из отелей в Михинтале, ну или отправиться из Анурадхапуры на осмотр достопримечательностей. Дня должно хватить. Гора в Михинтале – это знаковое место для буддистов, а еще отсюда открывается очень красивый вид. Это место считается святым для буддистов, потому что именно сюда монах Махиндра принес весть о буддизме из Индии, и он здесь встретился с королем на этой горе. С этого времени учение Будды стало распространяться на всю Шри-Ланку и до сих пор является самой популярной формой вероисповедания на острове. Опять же, ходить приходится постоянно босиком по раскаленному песку, на котором еще крупные камушки, поэтому ходить очень неудобно. Горячо! Из Михинтали мы спешили скорее уехать, потому что в этот вечер нас ждала встреча с нашим новым хостом Асанкой, который пригласил нас у себя переночевать по каучсерфингу. И пока мы к нему ехали, вначале по грунтовым дорогам, потом через рисовые поля, мы поняли, что у него мы прочувствуем настоящую шри-ланкийскую культуру. И действительно, его семья живет достаточно просто. Они готовят на костре. Ну, кстати, готовят они на костре, потому что папа говорит, что так вкуснее. И так действительно вкуснее. У него мы переночевали всего один день, а затем мы отправились на юг, в сторону Сигирии. Так что подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, потому что в следующем видео мы расскажем вам о 2 достопримечательностях Шри-Ланки, которые вошли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это крепость на скале Сигирия и скальный монастырь Дамбула. Будет очень интересно. Пока-пока!